Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что она думала о вас сегодня? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вот знаете, личной жизни как таковой я сейчас не вижу. Но тем не менее, уже к лучшему, да, то, что вы как-то вот нацелились на позитивное будущее, да. Несмотря на то, что вот я не вижу счастья в личной жизни, я не вижу рядом любимой женщины от слова совсем. Но есть четко какие-то планы, да, вот жизненные планы. Есть у кого-то вот именно связано с работой планы. Это может быть смена работы, это может быть какая-то подработка, это могут быть даже вложения денег, там, чтобы получать проценты, да. То есть у вас сейчас вот настрой на позитив, но сначала это как бы поправка, что ли, своего финансового положения, потом уже вы начнете как бы больше устраивать свою личную жизнь, потому что сейчас вот, ну так, более-менее остро стоит вот на повестке дня вопрос финансовый. Я не могу сказать, что у вас там серьезные проблемы, нет, но вот как-то у вас есть цель, да, либо же приумножить деньги, либо же подзаработать еще больше, да. Это могут быть еще, знаете, вот накопление денег для какой-то серьезной покупки. Так еще может проигрываться, когда вот вы собираете деньги. Может быть, кто-то квартиру хочет купить, кто-то машину, кто-то там еще что-то важное для вас хочет купить. Но еще такой момент проигрывается, что есть некоторая ностальгия о прошлом. Вы еще можете допускать, вот допустим, если вы поссорились, либо же расстались с вашей женщиной, вы можете допускать некое примирение. Но опять же, помним, что это общий расклад, да, он касается не всех, но такой момент может быть. Есть своего рода такая ностальгия, да, кто-то хочет помириться, кто-то, возможно, ностальгирует, да, вспоминает, как было хорошо, как жили, вроде бы любовь, морковь была, но тем не менее не сложилось. Также у вас еще присутствуют такие вот лидерские качества. Вы любите быть на виду, вам нравится даже кого-то поучать, рассказывать, да, может быть, даже по работе вы обучаете, вы подсказываете, как лучше сделать, да, вот. Ну, как-то люди вот обычно слушают вас, открыв рот. Вот то ли вы такой настолько интересный собеседник, да, что-то я охрипла уже, холодного перепила, видно. Смотрите, вы человек вообще толпы, вы человек компанейский. Вот по натуре вы абсолютно не одиночка. Вам в одиночестве как раз очень некомфортно. Вам нужно общение. Вы долго, в общем-то, даже и не можете без общения. Это разве что, ну, вынужденно, да, там по какой-то причине. А так вы стараетесь как-то вот общаться. Так, вот следующий ваш шаг, да, вот вы абсолютно не можете быть один, и следующий шаг – это завоевание вот новой женщины, да. Сейчас, возможно, вы как-то еще на это не настроены, да, по той или иной причине, возможно, это по финансовой причине, кто-то, может быть, не очень готов еще к новым отношениям, но вот на первой повестке дня это ваше благоустройство, это финансы, да. Дальше у вас следующим вашим шагом в новое вот светлое будущее это именно найти себе пару. Кто-то, возможно, уже начинает так присматриваться, знакомиться, но пока как-то вот серьезные отношения не складываются. Да, и не очень просто вам, я вам скажу, впустить женщину к себе в душу. Почему не просто впустить в душу? Давайте-ка уточним. Потому что поезд ушел, потому что когда-то у вас была семья, были отношения, было все хорошо, но это все разрушилось. И теперь вы очень и очень осторожно будете присматриваться к женщинам.
Вы также, смотрите, вы еще человек, который, ну, любит все держать под контролем. Я не могу сказать, что прям такой вы диктатор, нет, но вы четко, вот даже на работе, может быть, вы контролируете процесс. Вы должны знать, где что происходит, да, вы как бы такой вот управляющий, что ли, да, вот любите управлять всеми процессами. В принципе, это довольно неплохая черта, потому что, ну, мужчина, он как бы главный, да, он должен знать, где, что и как происходит. Поэтому вот вы так и держите себя под контролем. Мечтатель вы еще тот. Вот вы это не афишируете, но вы мечтатель. Вы даже в какой-то степени в душе вы романтик. Причем вы мечтаете о таких вещах, которые, ну, вам, наверное, иногда кажутся несбыточные. Вот как какая-то вот, что ли, детская наивность даже присутствует вот в такие моменты мечтаний. Понятно, что вы тогда находитесь в глубочайшем одиночестве, да, вы не будете никому рассказывать, это как бы ваши такие маленькие секреты, но тем не менее. Также проигрывается, что вы довольно такой человек, ну, справедливый. Вы стараетесь жить по совести, делать все по совести, поэтому вот обмана и лжи вы не терпите. Поэтому для вас вот женское предательство и обман – это, ну, как удар ниже пояса. Для вас это трэш просто. Итак, давайте-ка теперь смотреть дальше, да, что же за женщина пришла к нам на расклад, которая думала о вас сегодня? Что же это за женщина? С этой женщиной вы, скорее всего, либо не общаетесь, либо общаетесь очень редко. Это дама, которая, ну, она зациклена на материальных благах. Вот у нас, я не знаю, уже просто смешно. Из расклада в расклад один типаж женщин просто переходит. Дама, которая очень непростая, которая очень такая самовлюбленная, очень любящая комфорт и красивую жизнь. Но вот вам общение с ней это хуже некуда. Вот эта женщина из вашего прошлого, которая пришла к нам сегодня на расклады, и которая до сих пор, знаете, какой-то вселенский страх вам внушает. Ну, вернее, общение с ней это хуже некуда. Это может быть из-за какой-то травмы, да, психотравмы. Это после скандалов, после разрывов, разводов, да, ну то есть вам не хочется с ней общаться, вот абсолютно, от слова совсем, вот она вас достала. Даже если по той или иной причине вам приходится пересекаться с ней, то это, конечно, хуже некуда. Причем эта женщина может периодически обращаться к вам за помощью, за просьбой, ну, с просьбой какой-то, да, за помощью. Что-то, может быть, помочь, да, там денежкой помочь, либо еще какие-то вопросы решить. А вы, ну, такой товарищ, хоть и злитесь на нее, но вы бываете моментами безотказной. Особенно, если это касается ваших детей, да, допустим, вот ребенок живет с бывшей, а нужно что-то отремонтировать, там что-то привезти, отвезти, чем-то помочь, ну то есть даже ради ребенка вы будете в каких-то моментах ей помогать. Хотя, конечно, что называется, глаза бы ее не видели. Так, давайте-ка смотреть, что же она думала о вас сегодня, да, вот именно сегодня. Смотрите, у нее сейчас проигрываются не очень хорошие дела и в финансах, и в личной жизни. И вот она как-то сегодня загрустила, особо загрустила, да, помимо того, что она начала мечтать и ностальгировать, да, мечтать о том, что если бы вот все начать с нуля, если бы все было хорошо, да, вот какого я мужчину упустила. Для кого-то это покажется сейчас шоковый шок, да. Но тем не менее, вот есть и ностальгия присутствует. Вот как-то ей сегодня вот вдруг взгрустнулась. Она вас воспринимает как мужчину, который может ей постоянно давать вот какие-то финансовые ресурсы. То есть, да, от вас можно, ну вот денежный мешок, так скажем, кошелек ходячий, да. И вот она почему-то вот начала вспоминать, вот как же было хорошо, когда вы ее кружили. Это ностальгия, это и в каком-то смысле даже самобичевание.
Ну, понятно, она этого не покажет, да, вот она перегрустит, перестрадает, но тем не менее, вот она иногда вот себе представляет, вот и сегодня в том числе, вот она представляет, вот как бы вы жили, если бы вот все было хорошо, да, вот как бы вы ее кружили, относились бы вы к ней лучше, либо же хуже, да, но она, посмотрите, она даже сейчас думает, что вот если бы вы сошлись, это были бы опять скандалы, это были бы ссоры, да, а потом бурные примирения. Ну, то есть приблизительно, может быть, как вы раньше жили. То есть она, знаете, с одной стороны, она и жалеет, она в каком-то смысле даже ностальгирует за вами, но тем не менее она понимает, что уже все, что разбитую чашку не склеишь, что это будут все равно скандалы, это будут проблемы, это будет вынос мозга, и опять это будет состояние тотального одиночества. Она опять начнет свои хотелки все выдвигать, вы начнете злиться, начнутся ссоры, скандалы, измены и так далее. То есть, знаете, вот это и хочется, и колется. Ей бы пришлось опять вас укрощать. Она прекрасно это понимает, о чем она и думает, да. Несмотря на то, что вот вы император опять у нас выпали, да, вот сильный император, но тем не менее ей бы пришлось искать подход к вам, укрощать вас, да, как-то денежки выманивать, какие-то подарки, то есть все вернулось бы на круги своя. Так, что она еще думает? Что она жила бы, посмотрите, она жила бы с легкостью, снова беззаботно. Вот она, о чем она жалеет, что она бы жила снова беззаботно. Опять бы она вот что хочу, то и делаю, куда хочу, туда лечу, но опять были бы скандалы, понимаете? Она это понимает. Вот как ни крути, она понимает, что той любви, которая, может быть, когда-то была, ну, ей уже не суждено вернуться, да. Поэтому я вот, ребят, я постоянно стараюсь говорить, да, о том, что особенно это касается тех из вас, кто хочет вернуться назад. Я уже в 100-й раз, наверное, повторяю, что если вы хотите вернуться, вы должны понимать, что вы вернетесь не в начало отношений, вы вернетесь в ту точку, из которой вы разошлись. Если вы думаете, что все будет так, как было в первые там дни, месяцы или же годы, да, знакомства, ну, либо же совместной жизни, то такого не будет. Вы вернетесь в ту точку, из которой вы вышли, да. У вас будут те же воспоминания, вы будете помнить все скандалы, все измены, все предательства, и вы никуда от этого не денетесь. Понимаете, поначалу, да, вот бывает, люди сходятся, думают, да, вот все будет заново, ничего не будем вспоминать, да. Можно какой-то период, особенно это вот женщин такого типажа, это касается, можно какой-то период одеть маску, да, такую любящей жены, вот я все поняла, я все осознала, вот люблю тебя одного, никто кроме тебя не нужен, вот в таком плане. Но на самом деле эта маска просто для красивой жизни, которая вот ей требуется, да. Она какой-то период поносит эту маску после примирения, но потом, рано или поздно, при первой же ссоре, эта маска слетит очень быстро. И она снова покажет зубки. Она снова начнет изменять, гулять, врать там, да. Все то же, что и было. Потому что, ну, запомните, люди не меняются. Чтобы человек изменился, для этого нужна очень большая сила воли и очень сильная мотивация. У нее такой мотивации нет. Ради денег она не поменяется, она не станет любящей. Потому что, вы понимаете, ради денег человек, ну, не может так взять и просто хопа и по щелчку полюбить, да? Это мотивация, конечно, но это мотивация для красивой жизни. Это мотивация, чтобы притворяться с мужчиной, да, вот ради денег, для того, чтобы включить великую актрису. Это мотивация. Но никак деньги не включают любовь. Вы же понимаете, что можно жить хоть и с миллионером, либо с миллионершей, да, но не любить человека. Да, ты можешь изображать до поры до времени там какую-то любовь, но все равно вот этот холодок, это все чувствуется. Поэтому, если вы хотите помириться, ребят, это такое маленькое лирическое отступление.
Ну, толку не будет, абсолютно. Вот я сейчас вам описала, да, о чем она думает сегодня, да, вот конкретно, да. Это не вчера, не позавчера. Хотя, я думаю, здесь особо мысли не поменялись. Человек вспоминает, как было хорошо, как вы ее кружили, как вы были джином ее, да, вот золотая рыбка, двое из ларца, да, вот как в мультфильм был. Исполняли все хотелки, кружили, да, удовлетворяли по полной, как где что надо и не надо, да, то есть из кожи вон лезли. Ну и на этом все заканчивается. На этом все ее желания и хотелки заканчиваются, понимаете? То есть вы должны вкладываться, она точно так же думает сейчас. Вот она скучает именно за вот этим состоянием, потому что кроме вас пока что больше ее никто не кружил до такой степени. Я не вижу у нее счастья в личной жизни, я не вижу у нее каких-то там претендентов, тем более на ее руку и сердце. Поэтому вот она думает с какой-то, да, с какой-то долей ностальгии, с какими-то, знаете, ну это даже не переживания, я даже не знаю каким словом, ну вот реально утерянные какие-то возможности. Вот она потеряла возможности вот жить, шиковать так, как она жила раньше. Вот так это назовем, да. Но любовью здесь даже не пахнет и даже не воняет. Понимаете? Поэтому 100 раз подумайте, если вы хотите вернуться к такой женщине. Потому что удар будет, второй раз удар будет уже больнее в 2 раза. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!